Итак, всем доброе утро! У кружки кофе Zexit, а это один день из моей жизни на Craftverse втором сезоне. Ну или как там в названии. Давайте не будем медлить и начнем. День у нас получился не совсем день, а некоторая кооперация событий. Но поверьте, все они произошли в такой близости, что, вы поняли, вы попались на кликбейт. А теперь по делу. Сейчас я должен засыпать вас базисом из определений. Так вот, впитывайте. Знакомьтесь, это Аурус, а это Дарк. Но для простоты жизни это Пупа, а это Лупа. Потому что это дуо, как те самые Пупа и Лупа, что пошли в бухгалтерию и одному дали за Пупу, а другому за Луп. И вот исторически так сложилось, что Пупа и Лупа с самого первого сезона огромные не разлей вода. Да настолько не разлей, что даже жили на первом сезоне они на одной базе. Причем на базе Ауруса. Ну, понятно, кто в семье главный. И вот великая традиция продолжается уже 1,5 года. 1,5 года, как Даркуся и Ауруся играют в эту семейную жизнь. Но самое веселое, что теперь их еще и одна организация связывает. Жили они, не тужили, а 5 июля они очень прочно начали увлекаться чангбанами. Подробно можете посмотреть видосы в подсказках, там эта тема чуть более подробно поднимается. Так вот, в итоге они натыкали этих чангбанов где ни попадя, преимущественно на своих базах, а потом там, недовольство, и Дарк свой чангбан отключит, но это уже совсем другая история, нас же интересуют только факты их существования. Итак, а теперь по событиям. Где-то за сутки до дня X сидели у меня на базе я, Топор, Зиппер и Капс, и общались за жизнь. А потом ребята решили сходить к другому человеку в гости и, так сказать, надпомнить о себе. Это, кстати, был Офтер Кина. И основополагающий факт в этой истории тот, что Офтеры и Аурус тоже разделяли между собой одну организацию. По итогу ребята сгоняли к нему, я из любопытства тоже пришел посмотреть, что там такого интересного, и потом все разошлись. Я продолжил окислять медь для кое-какого проекта. Чуть больше можно узнать у меня на бусте по подписке 2 уровня и выше. А пока я кимарил в режиме АФК+, пришли обиженные и оскорбленные, кто не понял, пожаловали Аурус и Офтер и ткнули подо мной кристалл. Зачем, а главное, зачем, я так и не понял. Я решил пообещать портал Ауруса превратить в переваренный пельмень. Пельмени. А потом пришел он. Словно свет в моем оконце появилась эта тля и загородила тенью все. Вот такая вот хуй. Давай махать мечом и показывать свою дофига важность, требовать от меня объяснений за какую-то там книгу. И Офтер без сапог тоже такой крутыш стоял. На мели антуражу. Я думаю про себя, носов им не хватает. Красненьких таких. А еще я спать хотел, капец. Время 2 час, а тут эти 2 кадра нарисовались. Я и отправил их туда, откуда пришли. А на следующее утро у меня база заминирована. Прикол, не иначе. Так еще и книгу оставили. Реально им носов не хватает для повседневного ношения. Фу такими быть. Я, естественно, все убрал и оставил табличку этим красноносым. Я имел в виду красноносым. И все, пошел дальше стоять АФК по 12 часов в сутки, дабы медь. Возвращаюсь вечером, а тут Топор и Капс рофлами занимаются. Оказывается, Топору тоже подарок занесли. Мы поугорали с этого, и потом Топор, пролетая над базой Дарка, неожиданно попал в чангбан. Так вот, Топор в чангбане. Я даже сделал об этом пост в своем ТГК. Мол, опять детский садик тормозок и худрук педалька. Сначала мы проорались в голос этой ситуации. Так обиделся, что сначала на базах кристаллами нагадил, так еще и все чангбаны поврубал. Бедный Пупа, без Лупы ему совсем плохо. А потом мы задумались, что надо бы оттуда вылезти, так как ни мы, ни Топор друг до друга не сможем дотянуться, а просто пойти и попросить вырубить чангбан, это как-то, это тщетная тема была бы. Так что мы решили подумать, чего боится шалкер всемогущества. Но для начала давайте изучим, как же работает наш чангбан. Вот, кстати, его. По сути, это стандартный механизм бесконечного айтем-дропера, и он циркулирует, и все на этом. Но мы не мы, если бы не знали про маленькую важную деталь, без которой в этом генераторе пафоса нет пафоса. Уже заметили эту наглым образом выпирающую часть из 2 наблюдателей, что смотрят друг в друга? Из-за них как раз все и работает.
Получается задача как-то отключить этот бесконечный цикл. Ну а теперь задумайтесь. Подойти мы не можем. Минимальная дистанция между нами и Чангбаном целых 6 чанков. И что нам делать? Ну знаете, есть один способ дистанционно отключить этот Чангбан. Короче, мы посидели с топором в дискордике, помурчали по этому поводу, и топор предложил этот Чангбан взорвать. А я подумал и нашел самый верный способ с минимальным ущербом забанить Чангбан. Какая прикольная тавтология получается. Итак, что же я такого придумал? Если вы много увлекаетесь Редстоуном, наверное, вы знаете такого человека, как Мамба Джамбо. А возможно, вы даже видели его видео про вот эту малюсенькую безобидную пушку добра. Вы понимаете, к чему я веду? Ведь так? Короче, пакуйте чемоданы, нам понадобится 250 тысяч тонн тротила. Но прежде чем начать фармить, быстренько грузим одиночный мир и начинаем пристреливаться к Чангбану. Бим-бам-бом. Так вот как выглядит Казахстан. Масштабно. И примерно так мы уничтожили Чангбан. Что ж, подписывайтесь на канал, ставьте стоять. Развязка истории еще не пришла. Теперь надо это тащить на сервер и начинать бомбежку там. Но прежде чем мы приступим, нам нужно собрать немного ресурсов, чтобы быстро и эффективно сделать бабах. Итак, по скромным подсчетам нам потребуется 64 раздатчика, немного редстоуна и повторителей, заряд позитива, локация для бомбежки и примерно так 6 шалкеров ТНТшек. Или же 24 шалкера песка и 30 шалкеров пороху. Стоп. Сколько? Получается, мы тут надолго. Но не все так плохо, я же пороховой магнат сервера. Единственный владелец пороха в шалкерах на сервере, главный фермер сезона, и вот это все, прорвемся! Рядом еще со старой базой как раз есть подходящая пустыня под раскопки, так еще я решил запрячь помочь некоторых коллег, таких как Император Эко и Капс. Один копает, другой АФКшит на порохе, и все в этом мире хорошо и замечательно. Но тут... твою ж... подумал я. Вот не в тему он тут подъехал вообще. Но мы вроде спокойно пообщались, я показал ему своих трудяг, и я решил помочь Имперу в его нелегком деле. Но тут вы не поверите, кто решил помочь мне выкопать песочек. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Итак, спасибо тебе, Аурес, за песочек. Надеюсь, его вкус тебе придется по душе. Остается дело за малым. Стаскать весь порох, что у меня есть, к песку и переделать в малышей-бабахдашей. А потом можно приступать к сути операции. Вот мы и здесь. Место зла. Самый не общий склад сервера, именуемый Особняк Дарко. Да пребудет с нами сила. Прибудет. Еще как. Ставим и заряжаем нашу пушку. Готовим выстрел. И... момент истины. В этот момент я был не просто счастлив. О не, это месть. Месть за все. За каждую пакость, за каждый выпендрёж, за каждый понт, за всю боль, что я прошел из-за него. Я стою здесь. Крафтверс мне все, я всю Крафтверсу, кто меня знает, тот в курсе. Гойда, братья и сестры. Гол! Гравий найдем. Не, я больше про то, что Чангбана не было видно. Че? Вышел? И про то, что... Пробуй. Внимание, не запущен на такой случай. Сейчас. Пробуй. Да погоди ты, да, я Мадрин запущу. Я понял. Все, ждем. Йоу. Ты смог? Выходи. Я только майн крашнуть и все. У меня только майн, варик, крашнуть. Краш. Все, зашибись, я могу туда зайти. Опа, стримец. Ну что, заценим реакцию Пола Уокера. Что, ну ничего страшного, топор может и посидеть недельку-другую. Что с этим случится, правильно? Посидит, отдохнет. Ну, а я, пожалуй, снесу вот эти вот
непотребства, которые здесь появились. Этот флагшток был создан мой, он у меня находится под приватом, и я могу делать с ним что захочу. Угу. Угу. Да. Вы что-то хотели? Привет. Привет. Йоу, поздороваться. Вы что-то хотели? Да нет, просто посмотреть на тебя. Ну, посмотрите. Посмотрели? Не, мы просто хотим еще побольше посмотреть. Ну, посмотрите. Давай. Йоу. А потом Аурес пойдет пытаться взорвать башню грибников и громить флаги. Хо-хо-хо-хо. Хорош, хорош. Это было пипец, как сложно. Я даже не представляю, что же ты еще сделаешь. Ладно. Посмеялись и хватит. Ведь шутки над азототами это как шутки над аутом. Ухо-хонюшки, хо-хо. Опять дверь чинить. Друг мой, ты досмотрел до этого момента? Могу ли я с тобой кое о чем договориться? Давай ты найдешь 5 пасхалок в моем видео, связанных с Крафтверсом. А за это я подарю тебе кое-что необычное. Поверь, это не просто упоминание в видео. Это будет супер сюрприз. Дам подсказку. Все пасхалки содержат отсылки на другие видео и смешные цитаты с этого сезона. Будь внимателен. Возможно, они спрятаны на табличках, а возможно, это кусок видео. Задумайся. Кстати, для особо быстрых я дам дополнительный бонус ко всему. Ну что ж, часики тикают. Тик-так, 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 тик-так.